Всем привет, друзья! С вами Йорш, и сегодня поговорим о том, какие самые банальные ошибки совершают новички на мотоцикле, которые можно поправить легко и просто. Я буквально недавно катался в виде, так скажем, сопровождения с новичком, с девочкой. Интересная штука, которую я у нее заметил, при том, что она едет весьма неплохо, это то, что опирается при торможении правой рукой на ручку газа. Это весьма опасная ситуация, особенно когда только начинаешь свою мотокарьеру. Ты можешь случайно забыть про сцепление, поддать, так сказать, газу и въехать кому-нибудь прямо в зад. Это очень опасная привычка, которую нужно в первую же буквально очередь убирать у себя и ни в коем случае не опираться руками на руль. Вообще в целом можно опираться на руль только в одном единственном случае, по моему мнению, когда ты хочешь мотоциклом управлять. То есть ты должен оттолкнуть руль от себя. Все, это единственный момент, когда ты по сути на руль можешь опереться. Потому что если тебе необходимо больше контроля мотоцикла или хочешь немного поменять позу, тебе нужно в этот момент коленями, обхватывая баг, удерживать себя за баг. Тебе вообще руль не нужен как таковой. Плюс, когда ты выполняешь процесс торможения или когда ты переключаешь передачи, в этот момент тебе тоже особо облокачиваться на руль не нужно. Единственная вот ситуация, в которой руль тебе может быть нужен, это когда ты должен на него повоздействовать для того, чтобы повернуть в ту сторону, в которую ты хочешь. Вторая штука, которую делают новички, это не выключение поворотников. Она не такая страшная, не такая критичная, но она может вводить в заблуждение водителей, которые едут вместе с вами. Почему нужно вовремя выключать поворотник? Вы уже, например, совершили маневр куда-то, например, вправо, или случайно включили левый поворотник, хотя вам налево не надо. И вот вы едете, и у вас эта лампочка горит, и вы не выключаете его. Кстати, я тут недавно узнал, что на Харлее, ну в частности на Спортстере, там вообще автоматически поворотники выключаются. Вообще читерский мотоцикл. Что касается поворотников у простых смертных, они сами не выключаются. И их нужно выключать. Нажмите на рычажок и выключите поворотники для того, чтобы не смущать других участников движения. Те, кто едут за вами, они могут, например, думать, что вы сейчас планируете повернуть налево. То есть вы не создаете дополнительного хаоса на дороге, не создаете дополнительных помех для других участников движения. Поэтому, несмотря на то, что вы новичок на мотоцикле и это может быть буквально ваш первый выезд, постарайтесь этот момент контролировать. Следующая штука в виде ошибки мотоциклистов, которую я наблюдаю и которая мне совсем не нравится, это то, что люди встают на светофор не на нейтралку. Это же опасно. То есть если вы стоите на светофоре и держите сцепление, а на нейтралку не встаете, это значит, что буквально что-то произойдет вдруг неожиданно, да, на дороге. Вы отпустите сцепление и не дай бог вы поддадите газку в этот момент. Вы же точно въедете во впереди стоящий автомобиль. Ну то есть у вас даже выбора нет на самом деле. И даже если мы представим себе, что газу в этот момент вы поддавать не будете, если у вас тяговитый достаточно мотоцикл, он и с первой, и со второй сможет тронуться. Это очень опасно, друзья. Стоять на передаче с выжатым сцеплением очень плохая привычка, поэтому от души рекомендую от нее отучиться. Еще одна важная штука. Я не знаю, ошибка это или нет, или может быть это просто стиль вождения такой, и он с течением времени поменяется. Но у новичков я заметил, они тормозят либо слишком рано перед светофором или там машинами, которые стоят, либо слишком поздно. И вот именно в том, насколько рано или насколько чуть позже нужно выжимать тормоза для того, чтобы остановиться в нужной заданной точке, я для себя решил, что у меня есть дистанция определенная, которую я с каждой машиной предыдущей или с линией, стоп-линией светофора хочу соблюдать. То есть перед машиной это примерно где-то около половины моего корпуса. Это минимальное расстояние, на котором я должен остановиться. Но лучше я стараюсь останавливаться чуть-чуть подальше, с запасом на всякий пожарный. Да, конечно, так, чтобы машина не влезла в этот промежуток, но чтобы у меня было пространство для маневра. Потому что много чего может поменяться. Я по опыту уже могу сказать, что мне вот комфортнее, когда передо мной посвободнее. Что касается линии на светофоре, если мы стоим на стоп-линии, то я стараюсь стать перед стоп-линией, не на нее, не за нее, а перед ней, ровно вот так вот. При этом между моим колесом и стоп-линией, должно оставаться где-то там сантиметров 10, может быть. Останова, на которую я встаю перед светофором, да, или перед другой машиной, она четко в моей голове прописана. Я точно знаю, где я хочу встать. И уже физически, когда я выжимаю тормоза, уже после торможения двигателем, я понимаю, что я встаю
именно в ту зону, которую я себе в голове очертил. Поэтому сам процесс, сам момент торможения и остановки для меня не является неожиданностью. Я почему обращаю внимание новичков на этот момент? Потому что когда вы останавливаетесь, что называется, неожиданно для себя, вы рискуете, опять же, если вы, не дай бог, используете еще и вставание на передаче, вы очень сильно рискуете дистанцию не выдержать и сделать ее меньше, а следующим действием приотпустить сцепление и поехать в другой автомобиль. Прям очень опасная ситуация, которая может сложиться. Вот именно, чтобы ее не допустить, обращаю ваше внимание на то, что тормозить нужно в определенной зоне и заранее до того, как вы подъедете слишком близко к автомобилю. Не рассчитывайте на то, что ваши тормоза будут очень сильно хороши. С течением времени вы привыкнете к тому, как тормозит именно конкретно ваш мотоцикл. И в зависимости от вида мотоцикла, да, круизер более тяжелый тормозит иначе по сравнению с более легким некидом или дорожником. Поэтому это нужно просто накатать. Другое дело, это просто ориентир для вас, на что стоит обратить свое внимание, когда вы усовершенствуете свои навыки вождения. Потому что мотошколой учеба не заканчивается, настоящая учеба начинается на дороге, как только вы выезжаете. Поэтому, друзья, всем желаю ровных дорог. За сим прощаюсь, с вами, как всегда, был Йорш. Увидимся в новых видео.